Никогда бы не подумала, что оштукатуривание стен может быть таким увлекательным процессом. И тем более, что это можно сделать вообще без практики, с нуля, без малейшего опыта. Поэтому, если у меня, получилось, у вас тем более получится. Сегодня будем делать вот такую жемчужную полосатенькую панель, где у меня будет раковина. Покажу вам очень простой вариант фактурной штукатурки, из которой можно легко сделать что-то вроде арт-бетона и вот такую каменную стену, что-то типа того. Конечно, не без косяков, но вам я скажу, как сделать, чтобы их у вас не было. Сначала я избавилась от этих ужасных плинтусов из цемента. Старым, проверенным дедовским способом с помощью молотка и долото. Я думала, это будет как-то попроще и побыстрее. Так, вот смотрите, здесь я отбивала минут, наверное, 15. Вот здесь такой же участок отбила всего за 5 минут. Потом до меня дошло, девочки такие девочки, что нужно вот так бить, а не вот так. То есть не сверху, а снизу поддевать этот плинтус, и он достаточно быстро отвалится вот такими большими даже кусками. В общем, работаем дальше. Фух, ну все, товарищи, не так уж и долго, в принципе, за час управилась. Осталось прибраться, и можно переходить к следующему этапу. Ну а дальше вооружилась мощным респиратором и шлифмашинкой, потому что краску со стен необходимо было содрать. Но здесь я вам скажу, лучше использовать ленточную шлифмашинку, потому что на такую вы просто шкурок не запасетесь. На стене у меня уже была фактурная штукатурка, поэтому удалось сбить только верхушки, и даже не представляю, что бы со мной было, если бы пришлось полностью это все сдирать. Пылищи и так достаточно было, скажу я вам. Ну все, друзья, товарищи, по-моему, пора в душ. Я похожа на Чингачгука. Ну и для пущей уверенности хорошенечко постучала по стенам ножичком охотничьим, чтобы сделать риски и углубления, и штукатурка смогла хорошо сцепиться со стеной. То еще удовольствие, скажу я вам. Дальше закрываю пищевой пленкой змеевик, он у меня на тот момент был уже обновлен полностью и покрашен. Как я с легкостью удалила огромное количество слоев масляной краски еще с советских времен, смотрите в одном из моих видео, ссылочку оставлю под этим. Да и вообще буду очень рада видеть вас на своем канале. Стены после такой песчаной бури в пустыне я, естественно, помыла и после этого уже грунтовала. Самой обычной грунтовкой глубокого проникновения, причем наносила ее в 2 слоя с промежуточной сушкой. Дальше с помощью отвеса отметила вертикальные линии в нескольких местах на стенах, чтобы можно было по ним ориентироваться. Но вообще вам скажу, в одиночку пользоваться отвесом вообще никак неудобно. Проще всего взять самый обычный уровень, было бы все гораздо проще и быстрее. Ну и теперь самое интересное, штукатурка. Я купила самую обычную, недорогую, которая предназначена для влажных помещений, в том числе ванной и кухни. Замешивала чуть жиже, чем по инструкции, потому что она достаточно быстро схватывалась. Сначала я замазала все крупные дыры внизу стены. Ну и впервые в жизни я открыла для себя не только прелесть штукатурных работ, но и такой замечательный инструмент. О, великий космос, спасибо тебе за то, что ты создал того, кто это создал. Вот реально, ей пользоваться одно удовольствие, даже такому профану, как я. Причем брала совсем недорогую на маркетплейсе. Итак, декоративная штукатурка номер 1, из которой вы можете запросто сделать что-то наподобие арт-бетона, но в моем случае это будет выглядеть совсем по-другому. Просто я решила, что с фактурой в этой маленькой ванной будет перебор, если я и эту фактуру еще выделю. Но вам, конечно же, покажу все варианты. Итак, сначала накладываем просто ровный слой штукатурки, 1-2 мм, не более. Лучше сразу по много не накладывать, где-то по пол квадратных метра. Затем берем самую обычную бытовую щетку и создаем вертикальные линии на поверхности. Дальше эти линии нужно пригладить снова кельмой. Не сильно нажимая, вводим ей в разные стороны, создавая таким образом как бы островки. Собственно, на этом и все. Вот так очень просто и быстро. Главное, когда штукатурите, оставляйте рваные стыки между плоскостями оштукатуренными, чтобы переходы были незаметными.
как только штукатурка высохнет, проходимся 120-й шкурочкой, чтобы подровнять все заусенцы. Все, штукатурка готова. Просто, быстро, легко и очень даже симпатично смотрится. Особенно если выделить эту фактуру с помощью воска или лессировкой. В общем, я думала, что с этой стеной сделать. Сначала думала вообще все белое, но потом что-то как-то ему уже не понравилось, что все белое. Пробовала лессировкой, но мне не нравится. Кому-то может нравиться, вот такой прям здесь серым цветом пробовала, как арт-бетон такой получается. Я не люблю просто его в интерьере. Вот, но кому-то понравится, вот можете лессировкой, вот, пожалуйста. Здесь пробовала бежевым, но бежевый как-то бледненько, вообще мне бежевый что-то не хочется. Сейчас он сюда как-то не вписывается, бежевый. В итоге решила сделать все-таки какой-то зеленоватый, и чтобы поддерживала плитку. Сделала несколько выкрасов. Здесь слишком зеленый получился, здесь слишком темный, здесь слишком голубой, здесь слишком бирюзовый. В общем, вот сейчас вот у меня получается последний вот такой оттенок. Я добавлю в серую, и получится что-то среднее между вот этим. Как раз то, что мне и надо. И буду красить, в общем. Не, вы видели где-нибудь такого ложка? Тоже целый час мешаю, пытаюсь цвет намешать, потому что краски не хватило, конечно же. Сделала выкрас. Ну вот близко, еще не высохло, но все равно еще не до. Здесь тоже кусочек покрасила, еще не досохло, блин. Никогда так не делайте. Я оставила чуть-чуть краски предыдущей, не стала ее до конца использовать, чтобы сравнивать, чтобы максимально приблизиться. Блин, за это даже профессионалы, даже машины за это не берутся. Не, ну вы на это посмотрите. Вы видите где-нибудь стык от одного цвета к другому? Вы видите где-нибудь переход? Темные пятна, это тут еще не досохшая краска, только намазала. А переход вы не увидите, потому что его нет. Вот здесь вот как бы кажется, но это на самом деле рельеф такой. Из-за рельефа кажется. Потому что здесь вообще была еще предыдущая краска. А новая началась где-то вообще вот здесь. Вот. В общем, если долго мучиться, что-нибудь получится. Это точно невозможно. Кстати, хотела вам один лайфхак рассказать, который узнала на курсе по перекраске мебели. Если вам нужно будет еще красить, можно валик не мыть, а просто замотать в пищевую пленку. Вон у меня тоже лежит валик с белой краской. Полку крашу сегодня, вот уже 2 раза ее красила, еще 3-й придется. Очень удобно, мыть не надо, лишние краски не расходятся, не ждать, пока высохнет, там, и так далее, и тому подобное. Ну что, готово? Цвет мне очень нравится. Может, хорошо, что муж послушал и в белый перекрасила. Краски, вот, правда, дофига осталось, придется куда-то еще применить. Ну и давайте просто еще пленочку снимем. Ай. Ну, а мне очень понравился такой вариант. Все-таки у меня здесь все в небрежном стиле, и эта стена отлично вписывается. Что касается каменной стены, сначала я хотела сымитировать кирпич. Как бы прикольно, но так долго, и такой большой расход штукатурки, что я эту идею полностью отмела. И подсмотрела на канале Геннадия Про Декор вот такой интересный вариант. Конечно, у меня получилось не так художественно, но мне все равно очень нравится. А делается она так же просто, как и предыдущий вариант. И самое здоровское, что подходит и для кривых стен. Смысл такой: сначала нужно накидать общую массу, как бы общую канву. Так как волокна камня будут идти наискосок, соответственно, я тоже уже сразу стараюсь расположить эти пятна наискосок. Здесь нужно действовать размашисто, стараться не думать, войти в творческий поток и просто накладывать штукатурку, как она ложится. Местами у меня очень толстые слои, местами тонкие. Так как стена супер кривая, я старалась самые толстые наложить именно в углубление. Но вы уже ориентируетесь по своей стене, конечно же. Далее даем штукатурке высохнуть. Следующий этап не менее интересный, но здесь нужно ту же штукатурку развести более жидко, примерно как 15% сметана. И обычной кухонной губкой наносим второй слой. Его не нужно наносить толсто, задача смазать все острые углы, сделать фактуру более такой плавной и текучей. Хотя параллельно, если вы считаете, что где-то не хватило штукатурки, вы всегда можете добавить именно на этом этапе. С песнями, кстати, работается еще веселее. So I can stand on mountains. You raise me up
Пока накладываем второй слой штукатурки, следим, когда она начнет немножечко схватываться. И вот в этот момент, когда она еще не успела высохнуть, а только начала схватываться, нужно пройтись влажной губкой, для этого использовать лучше другую губку, пройтись снова по всей площади, чтобы максимально загладить риски. Особенно стараемся разгладить плоские места и выступы. В итоге у вас где-то камешек получится гладенький, где-то останутся риски, и все это будет смотреться супер выразительно. Ну а дальше ждем, пока высохнет полностью. Проходимся 120-й шкурочкой, чтобы стена была более гладкой на ощупь. И покрываем грунтовкой, также в 2 слоя. Красила я стену тоже в 2 этапа. Сначала полностью покрыла белой краской. Нужно использовать ту, которая подходит для влажных помещений. Для следующего этапа решила сделать лессировку. В общем, развела 2 таких вот цвета, прям жидко-жидко краску. То есть, например, видите, прям водичка. Чтобы полупрозрачно она легла на стену. Такой бежевый оттенок. Здесь я намешивала белую краску с кофейным колером. Добавляла капельку прям черного, красного и желтого еще. Но здесь дело вкуса. Вы можете свой какой-то бежевый оттенок намешать, какой вам захочется. Такой светло-серый. Им я буду красить углубления. Делается вообще максимально просто, сейчас увидите, сразу 2 кисточками. Вот я приготовила одну для бежевого побольше, потому что нужно площадь побольше будет захватывать бежевым. А для серого кисточку поменьше, чтобы слишком его не размазывать по поверхности, а именно вот только в углубленных частях наносить. Кстати, вот здесь я уже сделала, на этом участке, вот видно, да? С этой стороны просто белым замазано, а здесь уже прям видна фактура. А белая, ей как будто чего-то не хватает. Кстати, я здесь уже готова под покрытие эпоксидкой. Здесь буду эпоксидкой покрывать, потому что эта часть помывочная, будет все время влага. И вот такую плиточку здесь сделала, цементировала такую античную майолику, которую тоже буду покрывать эпоксидкой. Как я ее делала, ссылочку оставлю под видео, если я уже выложила это видео. Если нет, то увидите обязательно в одном из следующих моих видео. Так, кисточку отжимаю. И что я называю углублениями? Это все места, которые не выпуклые, не торчат, да? То есть вот все, что впуклое, то и крашу серым цветом. То есть вот так вот прям прохожусь по этим углубленным местам. Вот так намазюкала. И дальше бежевеньким. Тут же небольшой участок. Для чего? Для того, чтобы максимально размешались эти 2 цвета и получился градиентный переход, чтобы не было прям ярких таких серых пятен. То есть вот так, ничего абсолютно особенного. И прохожу все пространство. Потом она посветлеет, намного посветлеет. После того, как высохнет краска, станет максимально полупрозрачной и получится вот такой оттенок. Итак, вот, все прошла. Сейчас без лампы покажу. Мне кажется, без лампы как-то лучше видно, вот что цвет поменялся. Сейчас такой бежево-серый стал, даже в сравнении с дверью видно. Уже как бы рельеф по-другому немножко смотрится. Но сейчас нужно будет сделать еще одну вещь, которая окончательно выделит весь этот рельеф. Я вот налила в ванночку воды немножко, вот краску туда наложила, она густая прям, у меня матовая. И обычно то, что я сейчас буду делать, это делается сухой кистью, как раз таки, не мокрой совсем. Вот, но мне не нравится, как матовая краска сухой кистью ложится. Поэтому я нашла другой способ для себя. Вот такой губочкой буду наносить. Воды налила именно для того, чтобы краска легла более ровно. И что делаем? Просто вот макаю в краску, отжимаю губку максимально.
Вот, и вот такой губкой сейчас буду гладить стену. Гладить нужно прям очень поверхностно, чтобы губка касалась только самых выступающих частей. И вот пока она такая вот полупрозрачная все-таки, да, получается, краска, пока мажется, ничего не видно. Лучше не нажимать. Это все проявится, когда она подсохнет. Уже проверено. Она прям такую приличную белесость приобретет. В общем, вот так верхушечки нужно пройтись. И я еще и прохожусь вот какие-то такие как бы платформы, вот места, которые ровные платформы легли, где штукатурка. Тоже их выделяю немножко белым. Ай, плохо отжала, прям отжимать надо хорошо, чтобы не было никаких подтеков. Прям следите, чтобы не было подтеков. Ну вот, моя ванная превращается в уютную пещерку в скале. Ну и на десерт осталось место под умывальник. Здесь мне тоже захотелось сделать что-нибудь не стандартное, не банальное, не обычное, в стиле балийских вилл. Видела, как мастера шпателем с зубчиками делают различные фактуры на стенах, и подумала, почему бы не сделать такую же ребристую стену с помощью этого шпателя. Хочу вам сказать, что я очень намучилась с этой стеной и делала ее долго, но только потому, что не сразу поняла технологию. Поэтому с вами я сейчас поделюсь правильным алгоритмом, благодаря которому вы сделаете эту стену гораздо проще и в разы быстрее, чем это сделала я. Первая моя ошибка, что я стала накладывать штукатурку сразу на неровную стену. В идеале, если вы хотите сделать быстрее, без проблем, лучше сначала вот этот участок выровняйте. Вторая ошибка, то, что я начала делать полоски, двигаясь в горизонте, а нужно было сначала полностью сделать сверху вниз на ширину шпателя и затем уже передвигаться в бок на следующую ширину. Третья моя ошибка, штукатурку нужно разводить все-таки жиже, чем по инструкции. Так рисунок получаться будет намного ровнее. Тем более, что гипсовая штукатурка достаточно быстро схватывается. В идеале даже добавить в нее пластификатор типа клея ПВА. Сами полосы тоже, как я только не пробовала рисовать, в итоге пришла к одному единственному самому удобному способу, благодаря которому получается намного ровнее и быстрее. Сначала вы проводите шпателем сверху вниз, как бы делая наметки, а затем постепенными движениями снизу вверх с нажимом начинаете прорисовывать рельеф. Первый ряд всегда можно нарисовать по какому-то маяку, например, приложив уровень или брусок или что-то такое ровное и по нему нарисовать. И пока вы работаете с этой первой полосой с потолка до пола, она начнет уже подсыхать. И следующий такой же вертикальный ряд вы уже будете рисовать, опираясь на подсохший первый. То есть, по сути, можно частью зубчиков шпателя зайти на первую полосу, и она будет тем самым маяком. То есть вы сможете следующий вот этот вертикальный столб нарисовать ровно, и вам не нужно будет ничего потом состыковывать, как в моем случае. Именно по этой причине мне пришлось после того, как штукатурка подсохла, еще раз сверху наносить слой и выравнивать. И то до конца ровно выровнять не получилось. Поэтому не повторяйте моих ошибок. Ну а с рытвинками я даже бороться не стала, потому что они отлично вписываются в тот стиль, который я выбрала, и мне даже понравилось, что эта стена не идеально ровная. Дальше я ее также загрунтовала, покрасила в белый цвет. Ну и так как возле этой стены будет раковина, ее, конечно же, нужно покрыть лаком. Буду использовать вот такой лак, я им уже покрасила полки достаточно давно, несколько месяцев назад, и осталась прям очень довольна. Он вообще не меняет цвет, не желтит нисколько. Ну, покупала чисто по отзывам на маркетплейсе, и вот сейчас уже могу, в общем-то, его рекомендовать, уже проверенный. Стоит вообще недорого. Колеровать буду, такой вот колер взяла, не знаю, что получится, какой получится эффект, я еще его не пробовала. С лаком смешивать, с таким. Пробовала с полиуретановым лаком, с глянцевым, смотрится очень круто. Я делала игрушки на елку, тоже есть в моем видео на канале, можете посмотреть, ссылочку оставлю. И сейчас попробуем такой же эффект перламутра сделать на стене. Вот, просто намешаю по инструкции в баночку, перемешаю с лаком, все, и кисточкой нанесу на стену. Мне очень понравился этот результат, уже не терпится посмотреть, как
на этом фоне будет смотреться зеркало с раковиной. И мне кажется, что это все-таки гораздо круче, чем уже привычная, наскучившая плитка. Если вы согласны, ставьте лайк. Если не согласны, дизлайк. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Я буду очень-очень рада их почитать. И что бы предпочли вы, штукатурку или все-таки плитку? Ну, а я прощаюсь с вами до следующих своих безумных экспериментов.